Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие акции, какие активы наиболее интересны, по которым поступают многочисленные запросы или которые обсуждаются в средствах массовой информации. Ну и вообще, то есть сегодня на каких акциях можно заработать деньги. Это вторая часть обзора. Первая часть вышла по доллару, новостям, нефти, золоту. Соответственно, давайте сейчас мы отдельные активы, акции более детально рассмотрим. Так, друзья, начнем со Сбербанка. Ну, Сбербанк пока немножко хандрит. Его и так достаточно вырастили. На текущий момент идет игра в других фишках, и поэтому Сбербанку пока достаточного внимания не уделяют. Тем не менее, на дневном таймфрейме здесь пошло движение. Цель этого движения для начала тестирования 313-314, вот сюда вот. Соответственно, вот это движение на отскок, оно не получает развития, если будет повторный откат вниз и пробитие 303, 303,5, 303,5, даже вот так вот. Уровень здесь был в районе 305. Этот уровень, как вы видите, удержали. Были ложные пробои, но исходя из движения в рамках дневного таймфрейма, все эти пробои откупили, и сейчас его будут либо продолжать консолидировать, либо потом, когда небольшая заминка возникнет, рынок выдохнет, его попытаются свозить сначала на 314 и потом закрыть гэп. А если переходить на часовик, то здесь наиболее вероятный сценарий на сегодня это консолидация, диапазон нижняя граница 305, верхняя граница 309,5. Так, друзья, далее Газпром. Ну, здесь ситуация понятна, здесь космос. 294 немножко дойти осталось, закрепиться далее 360. Здесь есть сильный уровень поддержки 270, о нем неоднократно говорили. Сейчас как бы локально, если ситуацию рассматривать, поддержка сильная это 282. Вот даже если сейчас будет откат, ее если не пробивают, его выкупят и будут вверх тащить на 294, потом соответственно выше. Ситуация с дисбалансом спроса и предложения газа такова, что у Газпрома есть все шансы на то, чтобы в ближайшее время переписать исторические хаи. Так, друзья, далее Норильский никель. Норильский никель, дневной таймфрейм, заперт вот в этой консолидации. Ситуация по металлу должна его вытолкнуть наверх. Тем не менее, пока наверх ему идти не дают. Но здесь есть разные трактовки того, что происходит. С одной стороны, там ограничения на металлургов, дополнительные налоговые сборы, которые ввели. С другой стороны, здесь там идет определенная игра, перераспределение в фондах акций. И Норильский никель, он достаточно тяжелый. Бумага имеет большой оборот, поэтому для того, чтобы его двинуть наверх, не должно быть других идей. Но здесь как бы ситуация, она схожа со Сбербанком. Сбербанк, конечно, только посильнее Норильского никеля. Так, но переходя на часовик, у нас на сегодня есть все основания потестить и пробить 25200. Вот это вот значение. Если мы сегодня здесь закрепимся, то отсюда весьма вероятно пойдет движение на 26 тысяч. Соответственно, если здесь продолжение коррекционного отката и пробой 24700, то вот этот весь позитив он ломается, и Норильский никель уходит тестировать значение 24200 вот сюда вот. Так, вопрос был по НЛ России. По НЛ России сейчас идет движение, у которого конечная цель находится на 94 копейки локально. На самом деле, как бы бумага очень сильно была спущена вниз, и 4 рубля, цель, конечно, фантастическая, но если начнут все подряд, все, что осталось на рынке поднимать, могут и НЛ тоже за компанию на 4 рубля свозить. Пока как бы локальная ситуация тестирования и пробой 86 и потом движение наверх. Так, друзья, вот еще много вопросов по микрону поступают. МУ котировка на NASDAQ. Недельный таймфрейм, но по сути здесь у него падение, которое шло с вот этого максимума, оно здесь завершилось и произошел разворот на 75,3. Соответственно, в ближайшее время его потянут тестировать 97,5 и возможно 100. Ну, соответственно, здесь есть определенный критерий. То есть, если будет коррекционный откат и пробитие 72,2 вот этого значения, то тогда получается вот этот пробой, попытка разворота, точнее, была ложной, и будет он возвращаться
на свои старые значения в район 44-40, вот сюда вот. Но вот здесь, если переходить на дневки, то действительно ситуация указывает на то, что весьма вероятно движение вниз. Но если оперировать как американский хай-тек сектор ходит, то вот эта вся формация, она наиболее вероятно является разворотой и потянет его наверх. То есть, будь это обычная акция, вот то, что здесь происходит, оно бы указывало на то, что пойдет дальнейшее снижение на 40, возможно 35. Но поскольку это наждачная штучка, то здесь весьма вероятно ее от этих значений потянут на 97. Потому что для нее вот эти самые такие пируэты, они как раз в большинстве случаев являются предвестниками того, что пойдет движение наверх. Но вот здесь была картина схожая, однако движение наверх не произошло. Но это было связано с тем, что во время вот этой картины отработки здесь не было движения на ключевой уровень. То есть здесь все как бы стукнулись как положено, и теперь можно отскочить и сходить наверх. Ну и соответственно критерий пробития 72-72 с половиной, если это происходит, он начинает сыпаться. Так, друзья, далее Роснефть. На прошлой неделе стоило о ней заговорить, и тут же ее распродали. Но на самом деле здесь ничего страшного не произошло. Пока 550 не прорублено, будут ее гонять туда-сюда и тащить наверх. Выросшие цены на нефть вкупе с положительными данными по выручке прибыли будут эту акцию выталкивать наверх. Конечно, она не столь, скажем так, очевидна и прозрачна, как Газпром, но здесь удержание 550 неизбежно вызовет пробой 590 и движение по направлению к 700. Насчет 1000 не знаю, но 700 она может сделать очень быстро и легко. Так, друзья, далее Татнефть. Ну, смотрите, здесь вот тоже назревает пробой. Единственное, только Роснефть, она несколько авантюрно, с моей точки зрения, выглядит, потому что исторические хаи. В этом плане гораздо проще Татнефть и Газпром. По Татнефти пробой вот этого значения 550. Ну, то, что у Роснефти 550 как бы откат вниз, у Татнефти наоборот это движение наверх. Вот такая зеркальность странная, возможно. И, судя по всему, вот это тестирование, оно сегодня либо завтра произойдет. Как только здесь возникает пробой и закрепление, отсюда развивается импульс движения, у которого цель по своей сути это сходить вот сюда вот на 600, 605 и возможно даже 640. Так, друзья, далее магнит, дневной таймфрейм тоже беру. Здесь до сих пор пока что нет разворотной формации, которая указывала бы на то, что вот это снижение оно остановилось. И поэтому за ним, я думаю, имеет смысл пару деньков понаблюдать, посмотреть, что здесь будет происходить. Для него критичный уровень это 5000. Если 5000 пробивается, он может вообще совершенно отвалиться и уйти вниз. На текущий момент, как только здесь возникает разворотная формация уверенная, очень быстро может произойти отскок, и цель этого отскока движение на 5600-5700, вот сюда вот к этим значениям. Но пока я такой формации разворотной не вижу, и здесь все указывает на продолжение нисходящей тенденции. Если он здесь начнет консолидироваться и какое-то время торговаться, то соответственно весьма вероятно отсюда произойдет отскок. Так, друзья, далее полиметалл, дневной таймфрейм. Здесь на дневном таймфрейме все готово к тому, чтобы он отскочил и сходил в район 1780. Но, конечно, по полиметаллу здесь есть двойной эффект, точнее был двойной эффект. С одной стороны, желание правительства обложить поборами металлургов, с другой стороны, падение драгметаллов, которое в ближайшее прошлом имело место быть. И поэтому сейчас вот здесь вот очень высока вероятность отскока, и первая цель этого отскока движение на 1700. Критерий того, что вот этот отскок не состоится и разворот этот оказался ложным, это коррекционный откат и пробитие давнишнего уровня 1530. Сейчас на текущий момент здесь вся ставка на то, что будет либо проторговка вот в этом диапазоне, либо пробой и уход на 1700. Это наиболее вероятный сценарий по данной бумаге. Так, друзья, далее Озон, который не так давно показал феерический рост, но сейчас начал проседать, потому что ничто не растет до небес.
Смотрите, по Озону здесь интересная ситуация, несмотря на то, что он так хорошо здесь сходил. Если он не пойдет ниже и не будет пробития значения 4100-4150, то он здесь консолидируется и пойдет дальше. Конечная цель 4800. Я думаю, вот эта цель, она у него наиболее реалистична. Но опять же, обращаю внимание, пробой 4100 его вернет на сильную поддержку, которая 3900. Вот здесь проходит. Так, далее Хантер. Хантер тянут наверх. Он, в общем-то, пришел к своей цели движения 3150. Поэтому вопрос, будет, не будет здесь закрепление. Будет коррекционный откат с пробитием 3000. Если будет, то он уходит в район 2600. Если здесь удерживаемся, то в обозримом будущем 1-2 недели будет из этой консолидации, удержанной на хаях, движение с целью потестить 3500. Так, друзья, далее Яндекс. Смотрите, по Яндексу картина очень интересная. Потому что с одной стороны он вот это движение только начал. То есть он должен дойти вот сюда 5500. Если он здесь будет консолидироваться, то отсюда возникнет импульс движения на 6200, 6300. Вот. Пока здесь ситуация не определена. С чем это связано? Бумага для российского хай-тека очень тяжелая, то есть в ней очень большой оборот. Поэтому для того, чтобы его сюда загнать и закрепить, возможно, эта итерация она произойдет не сразу. Здесь критерий того, что это движение наверх будет продолжаться с первой целью 5500, это отсутствие коррекционного отката с пробитием 4900-4850. Мы об этом уровне уже неоднократно говорили, здесь он выступает ключевым. Если он не пробивается, то либо движение наверх, первая цель 5500, либо консолидация, и потом выход из консолидации на 5500. Так, друзья, далее ВТБ, но здесь, смотрите, все как бы, картина Репина, приплыли. Вот на текущий момент ситуация достаточно позитивна. Есть у него уровень, это 49,495 копеек. Если в результате отката этот уровень не пробивается, то, соответственно, мы отсюда пойдем, немножко поторговавшись дальше. И цель этого движения, первое, это переписать максимум 5,5. Ну, по ВТБ вышло позитивные данные по деятельности операционной. И плюс бумага, она, в общем-то, ее на хай с 2008 года никто так и не натянул. И высок соблазн. Конечно, пока у него никаких фундаментальных причин для такого движения там на 11-12 копеек нету, в отличие от Газпрома. Но я думаю, как только отработает Газпром, резко вытащит из рукава карту и по ВТБ. Так, друзья, далее Русгидро. Но здесь все отлично. Все отлично. Вот уже как бы оно закрепилось на 87 копеек и движение на 94, а дальше за соточку. Так, друзья, ну в общем-то все, основные бумаги. Спасибо за внимание, удачных торгов.